Всем привет, с вами Торичан! Сегодня у нас будет тема японской моды, трендов, а также как японки одеваются летом. Раньше я уже делала видео о моем японском гардеробе и как японки одеваются осенью и зимой в более прохладные сезоны. Сегодня же я покажу вам, как японки одеваются в жаркий сезон, а у нас летом плюс 38 сейчас. Стандарты красоты и отношение к своей внешности в Японии совершенно отличаются, поэтому мода здесь тоже другая. Думаю, многих удивит то, как японки одеваются летом, потому что это не слишком отличается от того, как японки одеваются осенью или зимой. В Японии можно очень редко встретить людей, кто одевается в такую вот открытую одежду, потому что здесь есть свои стандарты красоты и негласные правила. Поэтому начнем с того, что японки обычно не носят летом. Первое – это открытые плечи. Несмотря на то, что в Японии летом невероятно жарко, вот такую одежду японки обычно не носят. Лет 10 назад, если в Токио вы видели девушку с открытыми плечами, то это или иностранка, или японка, которая долго жила за границей и одевается как иностранка, потому что не было среди японок популярно совершенно носить майки и танктопы с открытыми плечами. На то был ряд причин. Считалось, что это слишком много кожи, слишком эротично. Также не всем такая одежда подходит, нужно быть худой, с узкими плечами. Поэтому не для всех такое, а также просто считалось длительное время, что такая одежда это не модно. Вот не модно в Японии носить танктопы и майки, где у вас видны плечи. В наше время уже больше девушек носит такую одежду, где у вас открыты плечи, но все равно с накидками вот такими вот. Или, допустим, одевают сверху еще прозрачную какую-то майку или кофту, так что видно, что вы в танктопе, видны ваши плечи, но при этом есть слой один сверху, который делает это моднее, наверное. Просто так, без вот такой накидки, спортбра, майки, танктопы в Японии очень редко носят. Это касается и сарафанов тоже, бывают сарафаны на бретельках вот такие. Их обычно японки комбинируют с футболками или с кофтами с длинными рукавами, потому что просто вот так сарафан на бретельках очень редко можно увидеть японку, чтобы носила. Второе. Никакого открытого живота. В Японии обычно пупок особенно не показывают. Конечно, есть японки, которые носят одежду, где видно пупок, но это большая редкость для японок. В основном максимум это кроп-топ с шортами или штанами с завышенной талией, так что у вас только небольшой кусочек кожи видно. Обычно пупок не показывают. И так было, когда я приехала впервые в Японию лет 10 назад, и остается до наших дней. И вот знаете, есть такие как майки, тюб, или как это называется, когда у вас ни бретелек сверху нет, и они вот такие короткие. Вот такое в Японии только иностранцы носят, и на них все пялятся. Такое можно носить? Третье, что в Японии редко носят летом, это джинсы. И это связано скорее не со стандартами красоты, а с тем, что у нас очень жарко летом. 90% влажность – это норма в Японии, поэтому если вы носите джинсы или обтягивающие штаны, это просто будет все прилипать к вашей коже, и это очень неприятно и некомфортно. Обычно японки носят более широкие штаны из легких материалов, чтобы было не так жарко. Если с джинсами все понятно, то почему же японки не носят одежду, где открытые плечи или видно живот? Это не какой-то закон, правило или даже манера поведения, которую нужно соблюдать в Японии. Это скорее образ мышления и такая мода. Вы можете одеваться в Японии как хотите, вам ничего никто не скажет. Возможно, на вас будут смотреть в поезде, но если вас это не смущает, одевайтесь как хотите. У японок же немного другое представление о моде и образ мышления, как девушка должна выглядеть. 3 важных элемента для японок, когда они выбирают, как одеться. Первое – это джосей рашиса, feminine, выглядеть как девушка, скажем так. Одеваться по-девичьи. Японки обожают разные рюшики, разные такие пышные рукава, юбочки, бантики, все такое вот девичье. Многие японки любят, не все, конечно, есть и кто любит, как рокерша, одеваться рваные джинсы, но в основном, что я вижу чаще всего, это более такая или сдержанная одежда, или вот feminine
одежда. Второй очень важный пункт в одежде для японок – это сейкетскан – опрятность и чистота, чтобы ваша одежда смотрелась опрятно, свежо, сбалансированно. Поэтому японки обычно выбирают блузки, а не майки, а также редко носят разные рваные джинсы, рваные футболки и тому подобное. И третье, чтобы ваша одежда и ваш образ были чотто эрой, немного эротичные были. В Японии совершенно другое понятие, что такое эротичность, и оно пошло из давних времен, из японской традиционной культуры и одежды кимоно. Раньше, когда так одевались, это смотрится, конечно, довольно закрыто, но кимоно специально носили так, чтобы вот так вот оттопыривали воротник сзади, чтобы была видна шея. И эта часть называется эриаши, это считается невероятно сексуально в Японии. Раньше считалось, и в наши дни до сих пор так и считается. Поэтому для японцев сексуальность и эротичность – это когда полностью все закрыто и немного где-то видна кожа. Допустим, длинная юбка, разрез и немного видна ножка. Или закрытая кофта, но вот разрез на плече или там здесь. Это немного эротично по японским стандартам. Именно поэтому японки обычно не носят так, чтобы было полностью открыто ваши плечи, живот, а носят более закрытую одежду или та же майка с полупрозрачной блузкой. Это считается немного эротично. Кожу видно, но она под полупрозрачной тканью и так далее. А также японки считают, что если ты одеваешься слишком в такую вот открытую одежду, то японским мужчинам было бы тяжело с тобой заговорить и пытаться завести отношения. И, возможно, в этом есть что-то. И это касается как верхней одежды, так и нижней. Как я сказала ранее, многие японки любят женский нежный образ, поэтому отдают предпочтение не штанам, а юбкам. И раньше, лет 10 назад, был настоящий бум на короткие юбки, возможно, под влиянием Sailor Moon, но считалось, что чем короче у тебя юбка, тем длиннее у тебя ноги, кажется. Поэтому многие носили очень короткие юбки, высокие каблуки и утягивающие колготки, чтобы ноги казались тоньше. Были популярны разные процедуры по выравниванию ног, чтобы ноги казались тоньше и были прямее. Но через какое-то время эта мода исчезла. Возможно, японки поняли, что легче просто ноги скрыть. И последние лет 6 точно мода на макси-юбки, на очень длинные юбки. Прекрасно понимаю, почему в Японии так много лет остается тренд на очень длинные юбки. Тебе не нужно волноваться, а кривые ли у меня ноги, не нужно ноги каждый день брить, никто под юбку не заглянет, поэтому, как по мне, идеально. И такие длинные юбки японки носят как осенью, зимой, так и летом. Только зимой это может быть юбка из кожи, а летом из более легких материалов. Чтобы было понятнее, как же японки одеваются летом, вот так выглядит ранкинг самой популярной одежды. Это самая популярная верхняя одежда. Майки, футболки и блузки. Так выглядит ранкинг самых популярных штанов. Также в Японии довольно популярны вот такие цельные комбинезоны. А вот такие модели юбок покупают чаще всего. Как видите, даже летом популярны длинные фасоны. Только на 24-м месте короткая юбка, но в основном все длинное. Сарафаны и платья со свободным силуэтом, с пышными рукавами или без рукавов, но которые комбинируют с футболками или блузками. Очень все миленькое и тоже длинное. Думаю, некоторые задаются вопросом, как же японки тогда носят купальники? Японские купальники – это нечто, и они заслуживают отдельного видео. Если покупать одежду в популярных среди молодежи японских магазинах fast fashion, как GU или Uniqlo, то получится типичный японский летний образ. На заметку, я обычно так не одеваюсь, но это то, как выглядит летняя японская мода.
Я бы сказала, что в каждый сезон японки одеваются примерно по одинаковой схеме. Оверсайз, когда одежда больше размером, чем нужно. Лейеринг, когда одевают несколько слоев одежды друг на друга. Свободный силуэт. Допустим, когда вы заправляете майку в штаны, вы заправляете не вот так вот, а чтобы она смотрелась свободно. Или штаны не в обтяжку, а более свободные, широкие штаны в Японии популярно. В Японии обычно не пытаются показать силуэт как песочные часы, а делают его более свободным, чем-то похоже на тоже кимоно. Меняется только цветовая гамма. Допустим, весной и летом это бледные оттенки или яркие и насыщенные цвета. Осенью и зимой это более земляные темные цвета. Вот так обычно в Японии одеваются летом. Как вам? Носили бы такую одежду? Жду ваших комментариев. Надеюсь, вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!